Ее звали не так, как мы называем имена. У нее вообще не было имени в нашем смысле. Только звук, короткий, как выдох на морозе. Якутия. 30 тысяч лет назад. Минус 60 градусов. При минус 60 человеческое дыхание замерзает в воздухе, еще до того, как упадет вниз. Металл раскалывается от холода, как стекло. Деревья взрываются изнутри. Буквально взрываются с громким треском, потому что вода внутри них расширяется и рвет ствол. Она жила в этом каждый день, 30 лет. Но вот что странно, ее племя выжило в регионе, где не выживал почти никто. И судя по тому, что нашли ученые, это было не случайно. Это была она. Давай разберемся, что именно она делала, и почему без нее все были бы мертвы уже к утру. Вот что нужно понять прямо сейчас. Огонь – это не тепло. Огонь в Якутии при минус 60 – это разница между жизнью и смертью. Буквально за 2 часа. Если костер гаснет ночью, племя не просыпается. Все. И она это знала. Так же четко, как мы знаем, что нельзя перестать дышать. Но вот что ты, скорее всего, не знаешь. Поддержание огня – это была не мужская работа. В стоянках того времени это была работа женщины. Конкретной женщины, назначенной. И если огонь гас, виновата была она. Что с ней делали в этом случае, мы поговорим позже, потому что это неожиданно. В этом видео один день из ее жизни. Рассвет, костер, снег, мамонтовые кости и выбор, который ей приходилось делать каждые несколько часов. Оставайся, потому что в конце ты узнаешь деталь, от которой у меня мурашки до сих пор. Следующее видео выйдет через несколько дней. Я уже знаю, о чем оно будет. И скажу честно, эту историю ты больше нигде не найдешь. Ни в учебниках, ни в документалках. Нажми на колокольчик прямо сейчас, потом забудешь, а история уйдет мимо. В племени того времени не выбирали хранительницу огня по желанию. Ее назначали. По признаку, который нам сейчас покажется странным. Ее выбирали по рукам, буквально. Смотрели на пальцы. Девочку с самыми ловкими, самыми чувствительными руками. С детства учили работать с огнем. Лет с 5-6. Пока другие дети играли, она сидела у костра и наблюдала, запоминала, учила. Но вот что интересно. Чему именно учили? Что значит уметь работать с огнем при минус 60? Оказывается, это целая система знаний, и часть из них мы только недавно начали понимать. При минус 60 обычное дерево горит плохо. Оно промерзает насквозь, и влага внутри гасит пламя. Наши предки в Якутии жгли кости мамонта. Костный жир – идеальное топливо. Горит долго, дает сильный жар, не гаснет на ветру. Но чтобы кость горела, ее нужно правильно расколоть, особым движением, чтобы вскрыть мозговую полость. Она умела это делать с закрытыми глазами, в темноте, на ощупь. Подумай об этом. Девочка, может 12 лет, сидит в темноте при минус 50 и раскалывает мамонтовую кость. Потому что если она не сделает это правильно, завтра утром некому будет ее похвалить. Все будут мертвы. Ученые нашли в Якутии стоянку возрастом от 28 до 32 тысяч лет. Там были кострища, их было 6, и все 6 поддерживались непрерывно, судя по слоям золы, на протяжении нескольких зимних месяцев. Это значит, кто-то не спал, кто-то дежурил всю ночь, каждую ночь, всю зиму. Ты думаешь, это была женская обязанность, значит низший статус? А вот нет, все наоборот. Но об этом чуть позже, потому что сначала мне нужно рассказать тебе про ее утро и про один ритуал, который она повторяла каждый рассвет, 30 лет, без единого пропуска. Рассвет в Якутии зимой – это не то, что мы называем рассветом. Это просто момент, когда темнота становится чуть менее абсолютной. Солнце не поднимается, оно ползет по горизонту, час, полтора и снова уходит. Она знала этот момент по звуку, потому как меняется ветер за несколько минут до первого света. Первое, что она делала каждое утро, еще до того, как вставала, она прикладывала руку к земле рядом с костром,
Не к огню, к земле. Проверяла температуру. Если земля промерзла на новую глубину за ночь, значит холод усиливается, и нужно больше топлива. Это был ее термометр, ее рука. И она умела читать ее точнее, чем любой прибор. Представь, ты просыпаешься, еще темно, минус 60 за пределами укрытия. Рядом спят люди, от которых зависит твоя жизнь, и от тебя зависит их жизнь. И первая мысль не «хочу спать еще». Первая мысль – горит ли костер, горит ли еще. Вода. Вот в чем была главная проблема. При минус 60 любая вода замерзает за минуты. Снег кругом, но снег – это не вода. Чтобы получить воду, его нужно растопить. Она делала это в костяных сосудах над огнем. Медленно. Потому что если нагреть слишком быстро, сосуд лопнет. Слишком медленно. Вода снова замерзнет раньше, чем ее выпьют. Человек при экстремальном морозе теряет жидкость катастрофически быстро. Через дыхание, через кожу. При минус 60 взрослому нужно не меньше 3-4 литров воды в день. Она растапливала этот снег для племени из 12-15 человек. Каждый день. Еще до того, как все проснулись. И вот деталь, которая меня потрясла. Пока она кормила огонь и топила снег для других, сама она ела последней. Всегда. Если еды не хватало, значит, ей не хватало. Помни, я обещала рассказать. Что происходило, когда она засыпала у костра? Она не дежурила одна. У нее был сменщик, но не другая женщина. Мужчина. Охотник. Казалось бы, все логично. Но вот что странно. Он не умел поддерживать огонь так, как она. Никто не умел. Поэтому перед сном она делала кое-что особенное. Она укладывала кости особым образом, так, чтобы огонь горел ровно определенное время, без вмешательства. Как таймер, как будильник. Она знала, вот эта кость прогорит за 2 часа, вот это за 3. И она складывала их так, чтобы к моменту, когда сменщик начнет засыпать, огонь уже требовал ее руки. 30 000 лет назад. Без часов, без инструментов. Только опыт, тело и кости. И она управляла временем через огонь. Это не магия, это наука. Та наука, которую мы только недавно начали документировать. В 2019 году в Якутии нашли стоянку, где кострища были расположены не хаотично, они образовывали структуру. Центральный большой костер и 4 малых вокруг. Расстояние между ними точно рассчитано, примерно 3 метра. Это не случайность, это система обогрева. Малые костры нагревали периметр. Центральный давал свет и тепло для готовки. Кто это придумал? Почти наверняка она. Ты думаешь, ее уважали, ее берегли, ее ценили? А теперь вот что. Если огонь гас по ее вине, ее наказывали. Мы не знаем точно как, но антропологи, изучающие похожие культуры, описывают ритуальное изгнание. На несколько дней, зимой, при минус 60. Это был не просто позор, это была почти верная смерть. И вот вопрос, который меня не отпускает. Был ли хоть один раз, когда она позволила огню погаснуть? Ответ, возможно, да. И вот что за этим последовало. Это история, которая объясняет все остальное в ее жизни. Но об этом позже. Если тебя зацепила эта история, подпишись. Я каждую неделю нахожу таких женщин. Тех, про кого не снимают фильмы, про кого не пишут книги. Только здесь, только на этом канале. Подпишись, и они не пройдут мимо тебя. Днем, если можно назвать днем 4 часа тусклого света, она выходила за топливом. Не одна, с 2-3 мужчинами. Но именно она решала, куда идти, что брать, сколько. Потому что она знала кости, знала, где лежат старые туши, где правильный жир. Где слишком много влаги, такая кость горит плохо. Работать при минус 60 – это совсем не то, что при минус 20. При минус 60 каждое движение стоит вдвое больше калорий. Дыхание – боль. Металл нельзя трогать голыми руками, прилипает мгновенно. Она работала в мехах мамонта или оленя, но пальцы должны были оставаться чувствительными. Она не кутала их полностью, небольшой участок кожи всегда открыт, чтобы чувствовать.
Ученые нашли скелеты женщин этого периода с характерными изменениями пальцев, артрит, деформации суставов. В возрасте 20-25 лет. Ее руки старели быстрее тела. Она знала об этом? Вероятно, да, и продолжала. Но был один момент в ее дне, который она, судя по всему, любила. Когда она несла кости обратно в лагерь, и огонь был уже виден. Маленькая оранжевая точка на белом. Это значило «все хорошо». Еще 1 час, и племя будет в тепле. Это был ее момент. А теперь деталь, которая все меняет. Кости, которые она несла, это были не просто топливо. Это были кости существ, которых ее племя считало почти богами. Мамонт – священное животное, и сжигать его кости – это было нарушением, табу. Но они делали это, потому что иначе – смерть. Как она жила с этим противоречием? Вот об этом следующий блок. Для нее огонь не был химической реакцией. Огонь был живым, у него был характер, настроение. Огонь мог рассердиться, если его кормили неправильными костями. Мог обрадоваться, если ему давали первую добычу после охоты. Она разговаривала с ним, не вслух, внутри. И это не суеверие, это была ее система управления вниманием, способ не отвлекаться. Когда она сжигала мамонтовые кости, она делала кое-что перед этим. Клала кость на землю, держала над ней руки. Говорила или думала, что-то вроде благодарности. Антропологи называют это ритуальным разрешением. Она брала у мира что-то священное и просила прощения. Каждый раз. 30 лет. Исследования выживальщиков в экстремальных условиях показывают, люди, которые придают смысл своим действиям, даже символический, ритуальный, выживают дольше. На 20-30% дольше. Она не читала этих исследований, но она знала это инстинктивно. Вот что меня не отпускает. Она делала все это в некотором смысле одна. Да, рядом было племя, но никто полностью не понимал то, что знала она. Никто не мог разделить с ней этот груз. Она была единственным человеком, который знал, если она ошибется, все умрут. Каждую ночь. 30 лет. У нее были дети? Почти наверняка да. И вот что происходило с ее детьми. Это один из самых странных и неожиданных фактов в этой истории. Подожди немного. Ее дети росли у огня, буквально. Пока другие дети племени играли или учились охотиться, ее дети сидели рядом с ней, смотрели, запоминали. С 3-4 лет они уже умели подкладывать кость, правильно, под нужным углом. С 6 умели читать огонь. Это была профессиональная династия. Знание передавалось от матери к дочери. Но вот что она теряла. Охотники возвращались с добычей, и это был праздник. Танцы, еда, истории. Она не участвовала. Не потому, что не хотела, потому что огонь нельзя оставить, даже на час. Праздники племени проходили мимо нее. Она видела их через огонь. Ты думаешь, значит, она была низшей в иерархии, служанкой. А вот нет, все наоборот. Хранительница огня в том мире – одна из самых высокостатусных позиций. Ее слушали. Ее решения о топливе, о воде, о расположении стоянки были окончательными. Потому что она знала, здесь есть кости, здесь можно перезимовать. Без этого знания охотники были бесполезны. В одном из захоронений этого периода женщину похоронили с особым инвентарем. Кремниевые ножи для расщепления костей, охра, краска для разметки кострищ и, самое удивительное, маленький уголек, завернутый в бересту. Символ. Ее огонь шел с ней. Но был один день в ее жизни, который изменил все. День, когда огонь все-таки погас. И вот что произошло дальше, это история не о наказании. Это история о том, как рождаются легенды. Это случилось зимой, в самые темные недели. Она заболела. Не сильно, по нашим меркам. Жар. Слабость. По меркам ее времени это уже опасно. Она дежурила, задремала. И когда открыла глаза, увидела угли. Угли при минус 60 гаснут за минуты, если их не раздуть. У нее было, может быть, 5 минут. Она встала и упала. Ноги не слушались от жара. Встала снова.
Дотянулась до углей, начала дуть. 20 секунд, 30. Угли темнели. Она дула медленно, ровно, не торопясь, как учили, потому что если торопиться, задуешь. 40 секунд, 50. Вокруг нее спало племя. Никто не просыпался, никто не видел. На 60-й секунде маленький язык пламени. Она не закричала, не разбудила никого. Просто положила кость, правильную, под нужным углом. И сидела рядом еще час, пока огонь не разгорелся достаточно. Пока нельзя было быть уверенной. Утром она не рассказала об этом никому, никогда. Это была ее тайна. Ее момент слабости, который стал моментом силы, который она унесла с собой. Я думаю об этом часто. Человек в темноте при минус 60, больной, один, раздувает угли и молчит. Не для славы, не потому что кто-то смотрит, просто потому что это ее работа, потому что рядом спят люди. И вот последнее, о чем я хочу рассказать. Как она умерла. Потому что это, пожалуй, самая неожиданная часть всей этой истории. По данным о скелетах этого периода, женщины в Якутии жили в среднем 30-35 лет. Она прожила дольше. Антропологи объясняют это тем, что хранительница огня всегда была в тепле, всегда имела воду, всегда, пусть последней, но ела. Ее профессия парадоксально защищала ее. К концу жизни она уже не ходила за топливом, ноги не слушались. Но она сидела у огня и смотрела, как работает ее дочь или внучка. Иногда говорила одно слово, иногда просто качала головой, неправильно, и та переделывала. Ученые нашли захоронение женщины этого периода в Якутии, предположительно хранительницы огня. Она была похоронена в особой позе, руки сложены перед собой, как будто она держит что-то. Пустые руки. И рядом горсть золы, не угли, именно зола, все, что остается после огня. Они дали ей это с собой. 30 тысяч лет назад, Якутия. Женщина, имени которой мы никогда не узнаем, которая каждую ночь вставала в темноте при минус 60 и делала одно простое действие. Раздувала угли. Снова и снова, год за годом. Для людей, которые часто даже не понимали, насколько они зависят от нее. И вот последний факт. Тот, ради которого я и делала это видео. Потому что, когда я его нашла, у меня побежали мурашки. Митохондриальная ДНК. Ты слышал об этом? ДНК, которая передается только по женской линии, от матери к дочери, бесконечно. Ученые проследили митохондриальные линии современных якутов и нашли общую праматерь, женщину, жившую примерно 25-30 тысяч лет назад, в этом регионе. Одну женщину, от которой произошли все. Это не она конкретно, но это кто-то вроде нее. Хранительница, та, кто выжил и дала жизнь дальше. Каждый якут, каждый эвен, каждый человек, чьи предки выжили в Сибири, выжил, потому что в его роду была такая женщина, которая встала ночью, раздула угли и промолчала утром. Я делаю этот канал именно для таких историй. Не для тех, кто попал в учебники. Для тех, кто не попал, но без кого история была бы другой. Если тебе близко это, ты уже знаешь, что делать дальше. Эта женщина жила, страдала, вставала в темноте при минус 60 снова и снова. И история о ней забыла. Как будто ее не было. Подпишись, если считаешь, что она заслуживает быть услышанной. Каждый подписчик — это еще одна история, которую я смогу рассказать. В следующем видео женщина, которая жила в другое время, в другом месте. Но ее история начинается точно так же. Она делала одно и то же каждый день, а потом в один момент все изменилось. Нажми на следующее видео, оно уже здесь, на экране. С вами был канал «Тогда было хуже». Эти истории не выдуманные, эти женщины были реальными. Спасибо, что смотришь. До следующей недели. Пока идут титры, справа появится карточка с другим видео канала. Нажми. Там история, которая не отпустит тебя еще дольше.